В этом выпуске Майя Хромых на тренировке прекрасно исполняет четверные в каскаде и сольные перед произвольной программой. Заявленный контент на произвольную программу Анны Щербаковой, Майи Хромых и Софьи Самодуровой. Оптимизм Анны Щербаковой. Почему фигуристки из группы Этери Тутберидзе отказались общаться с журналистами после короткой программы? А теперь обо всем по порядку. Стал известен контент выступлений российских фигуристок в произвольной программе на турнире Будапешт Трофи в Венгрии. Майя Хромых заявила на произвольную программу 2 четверных прыжка тулуп и сальхов, Анна Щербакова – 1 четверной лупс. Софья Самодурова не выполнит в произвольной программе четверных прыжков. Действующая чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Анна Щербакова захватила лидерство после короткой программы на турнире в Венгрии, ее соотечественница Майя Хромых идет второй. Скромный турнир в спальном районе Будапешта на левом берегу Дуная мог как добавить уверенности чемпионке мира, ее подруге по команде Этери Тутберидзе Майя Хромых, так и обозначить за 3,5 месяца до Олимпийских игр череду проблем. Только если Хромых очень быстро переводится в разряд крутых за пару четверных, за один из них она просто Майя молодец. А без них, Майя, ничего страшного, ты проиграла им, но выиграла у самой себя, то планка Щербаковой уж никак не ниже олимпийского подиума. Победы над самой собой у нее в прошлом, их было немало к ее 17 годам, впереди, практичные медали Пекина 2022. Для фигуристки, выигравшей все чемпионаты России, в которых она участвовала, и пока единственный в своей карьере чемпионат мира, награды уже стали не подарком судьбы, а чеканным ремеслом. Только начало сезона у Щербаковой такое, что впору желать ей как можно дольше болеть своим хроническим оптимизмом, который она всегда излучает в академических комментариях. Оптимизм уже не просто Анны привычка. Это сборник каких-то Анютиных сказок, становящихся былью с декабрьскими морозами и с первыми подснежниками. В разгар листопада Щербакова продолжает борьбу прошлого. Но, увы, еще не минувшего для нее сезона, не дающего ей права на передышку. Локальная бытовая травма сбила летнюю подготовку. На контрольных прокатах в сентябре она не стала делать ни единого четверного прыжка, владея самыми сложными из них – лут-7 и флипом. И это в период, когда вернувшаяся к Тутберидзе от Евгения Плющенко Александра Трусова убивает иных соперниц наповал 5 прыжками в 4 оборота в одной программе. Щербакова, дважды обыгравшая Трусову на самых главных турнирах недалекого прошлого, ежедневно видит успехи Саши на тренировках, рвется было в погоню, но различные обстоятельства хватают ее за рукав. К середине октября ситуация серьезным образом не выправилась. На субботнюю тренировку в ледовом центре Вашаш Щербакова вышла с огромным пластырем на шее. Проблема шейных мышц, очевидно, мешает фигуристке исполнять четверные прыжки, а фиксаторы не способны эти сложности нивелировать. Сразу после занятия тренер спортсменки Даниил Глейхенгаус о чем-то посовещался с родителями Ани, пригласили даже одного из организаторов турнира спортивного директора Федерации ледовых видов спорта Венгрии Гургена Варданяна. У опытных журналистов при виде подобных консилиумов первой приходит мысль: снимается.
Но история помнит, что даже высокая температура и затрудненное дыхание не способны были удержать Щербакову от выхода на лед. Да и ситуация, видимо, не критическая. Оргкомитет сообщил, что никаких заявлений о снятии не поступало, а Глейхенгаус о причинах тейпа на шее чемпионки мира распространяться не стал. Сама Анна в микс-зону к журналистам не вышла, как и Хромых, но на то было решение тренерского штаба. Мы сделали все возможное, пытались организовать общение двух российских фигуристок с вами, но они не смогут пообщаться с прессой. Увы, это решение тренера. Виновато извинялся за кого-то из штаба Тутберидзе, представитель венгерского оргкомитета, не назвав имя тренера, выписавшего журналистам устный отказ. Глейхенгаус, находящийся со спортсменками в Венгрии, не смог пояснить данное решение. Выходя с арены торопливым шагом, он прикрылся одной из подаренных Щербаковой мягких игрушек. Оргкомитету Будапешт Троуфи отдельное спасибо за действия в этой ситуации. Двое его сотрудников до последнего пытались организовать работу журналистов и фигуристов после проката в микс-зоне, что происходит на всех цивилизованных турнирах, однако их усилия отчаянно уперлись в стену лучшего штаба мира. Сам субботний прокат чемпионки мира под восточную абстракцию, в которой она управляла песчаной бурей. Именно так объяснял образ фигуристки в короткой программе Глейхенгаус. Стал презентацией нового оранжевого платья. Внимательные болельщики сразу провели параллель с цветовой гаммой из фантастического фильма «Дюна» режиссера Дэни Вильнёва. Короткую программу Щербакова провела уже без тейпа. Похоже, что из эстетических соображений, из принципа «красота требует жертв». Со всеми элементами она в целом справилась, но оценили ее довольно строго. Судьи углядели недокрут в четверть на тройном лутсе и последующем сразу за ним каскадном Ридбергере. Более полные выводы можно будет сделать после произвольной программы. На тренировке в субботу утром Аня пару раз попыталась исполнить четверной флип, но неудачно. Хромых в уже выкатанной короткой программе ILL Take Care of You не стала идти на тройной аксель, который, по словам самой фигуристки, был на подходе еще в сентябре, но провела программу достаточно уверенно. Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова была хороша настолько, насколько способна в данный конкретный момент. Я не стремлюсь к первому месту, надо объективно оценивать ситуацию, без четверных прыжков первое место недостижимо. У меня цель – кататься так, как я умею на максимум, и кататься в удовольствие, рассказала ученица Алексея Мишина. Она-то вполне может позволить себе то самое удовольствие, чего не скажешь о Щербаковой и Хромых, для которых в Венгрии начинается быстротечная, но огненная история, и в эти дюны песчаная буря пока не пришла.